Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 40 тайн мира, которые разгаданы совсем недавно. Из этого видео вы узнаете следующее. Существует ли проклятие фараона? От чего на самом деле умерли первооткрыватели гробницы Тутанхамона? Как Иисусу Христу удалось чудесным образом превратить несколько рыб во множество, чтобы накормить большое количество людей? Как появляются так называемые волшебные круги, бесплодные странные пятна, возникающие в травянистой пустыне Намибии? Почему вымерли гигантопитеки, крупнейшие из приматов, когда-либо бродивших по Земле? Почему так называемая темная сторона Луны настолько сильно отличается от той стороны, которая обращена к нам? Кому принадлежит голова Бошема, странная каменная находка весом в 170 килограмм, обнаруженная 200 лет назад в клумбе в Чичестере? Как ученым удалось разгадать секрет одного из, так сказать, порталов в потусторонний мир, также известного как Врата Ада в Турции? Почему у солдат, раненых в сражении при Шайло, появлялось голубое свечение ран, названное ангельским сиянием? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. Несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Мы много рассказываем о неразгаданных тайнах мира, и это безусловно вызывает большой интерес у наших зрителей. Но в этом видео мы хотим рассказать вам о тайнах мира, которые были разгаданы совсем недавно. На нашем канале уже был подобный ролик, и в этом видео мы хотим рассказать новую информацию, которая появилась в последнее время или же, которую мы обошли своим вниманием в первом своем подобном ролике. Надеюсь, разгаданные тайны будут вам интересны, хотя справедливости ради стоит отметить, что тайн мира, у которых еще нет ответа, значительно больше. 1. Ученые разгадали секрет синхронизации нейронов мозга при чтении. В исследовании участвовали 13 пациентов. Ученые из медицинской школы Университета Калифорнии в Сан-Диего обнаружили, как нейроны синхронизируются в разных областях мозга при чтении. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Human Behavior. Исследование, проведенное доктором Яковом Гарретом и его командой, показало, что для формирования связанного восприятия текста задействованы несколько областей мозга, которые активируются синхронно. Это явление, называемое кариплинг, необходимо для интеграции информации и формирования осознанных мыслей. При помощи внутренней электроэнцефалографии ученые изучили активность мозга у 13 пациентов с резистентной к лекарствам эпилепсией. Участники тестов читали слова и реагировали на них, что позволило исследователям наблюдать 3 стадии когнитивного процесса: визуальное восприятие, предварительная обработка информации и интеграция в сознательную реакцию. Оказалось, что кариплинг усиливается при чтении реальных слов и играет ключевую роль в обработке информации. Эти результаты могут помочь в разработке новых методов лечения неврологических и психических расстройств, связанных с нарушениями интеграции информации. 2. Ученые разгадали причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона. Чуть более 100 лет назад, 3 января 1924 года, британский археолог Говард Картер обнаружил саркофаг фараона в гробнице Тутанхамона в египетском Луксоре. Сама погребальная камера была вскрыта в феврале 1923 года. Считается, что в последующие годы несколько человек, причастных к открытию, скончались при странных обстоятельствах. Эта история вызвала массу слухов о проклятии гробницы, однако на деле все оказалось проще. Так, лорд Джордж Герберт граф Карнарвон, который спонсировал экспедицию и сам участвовал в раскопках,
Не дожил до дня обнаружения саркофага, он скончался от воспаления легких в Каире в апреле 1923 года. По мнению ученых, лорда настигла не месть фараонов, а болезнь, вызываемая микроскопическими грибками Aspergillus, особенно хорошо растущими на зерне, которого было много в гробнице. В число жертв проклятия также записали египетского принца Али Камель Фахми Бея и рентгенолога Арчибальда Дугласа Рейда. В материале говорится, что в действительности принца застрелила собственная жена, а рентгенолог Дуглас Рейд умер из-за большой дозы облучения. Еще одна жертва, сержант Ричард Адамсон, охранявший вход в погребальную камеру, дожил до 1982 года. Сам же археолог Говард Картер умер в 1939 году в возрасте 64 лет от рака. 3. Ученые разгадали происхождение миллиардов марсианских кратеров. Ученые из лаборатории реактивного движения НАСА выяснили, что на Марсе существуют системы вторичных кратеров, не связанных с ударами астероидов напрямую. Об этом сообщает Science Alert. Марс богат кратерами, особенно по сравнению с Землей. В первую очередь, это связано с отсутствием на Земле марсианских процессов выветривания и с сильной тектоникой плит. Science Alert отмечает, что не все марсианские кратеры напрямую связаны с ударами астероидов. Многие из них вторичны, они образовались из-за выбросов из первичных кратеров. Исследователи пришли к выводу, что один большой кратер на Марсе повлек образование примерно 2 миллиардов других кратеров меньшего размера на расстоянии, почти в 2000 километров. Исследователи сосредоточились на кратере под названием Каринта. Он расположен на равнине Элизий, примерно в 17 градусах к северу от экватора Марса. Диаметр кратера составляет около 14 километров, он имеет глубину в 1 километр. Его внутренняя чаша испещрена более мелкими кратерами. Ученые считают, что в момент удара эта область была полна водяного льда. По марсианским меркам Каринта относительно молодой кратер. По оценке ученых, его возраст составляет около 2,34 миллиона лет. Исследователи считают, что Каринта также может быть самым молодым кратером такого размера на Марсе. Каринта имеет крупную систему лучей и вторичных кратеров, отходящих от него. Ученые пришли к выводу, что значительное количество выбросов, так сказать, отскочило из кратера и приземлилось в других точках планеты, создав своеобразные лучи, расходящиеся от центральной точки удара астероида. Чтобы отследить путь выбросов, произошедших несколько миллионов лет назад, ученые использовали данные, собранные камерами HiRISE и сети X марсианской станции Mars Reconnaissance Orbiter. Исследователи выделили различные типы обнаруженных ими кратеров в 5 групп, сосредоточив внимание на том, насколько далеко они находились от главного кратера. В итоге ученые насчитали около 2 миллиардов вторичных кратеров, размером более 10 метров, образовавшихся в результате выбросов из Каринта. 4. Из 2 рыб, множество, ученые разгадали одно из чудес Иисуса Христа. Группа израильских ученых из лаборатории лимнологии Кинерит и Института Вулкани предложила научное объяснение одного из чудес Иисуса Христа, описанного в библейских текстах. Исследование опубликовано в научном журнале Water Resources Research. Согласно Новому Завету, Иисус Христос чудесным образом превратил несколько рыб во множество, чтобы накормить большое количество людей. Это событие упоминается в Евангелии от Луки и Евангелии от Иоанна. Ученые изучили глубины озера Кинерит, также известного как Тивериадское озеро или Галилейское море. Под последним названием водоем фигурирует в Библии. Работа включала отправку датчиков температуры и устройств для измерения уровня кислорода в воде озера, а также проверку скорости и направления ветра. Эксперты выяснили, что время от времени сильные ветра вытягивают кислород из глубин Кинерита, что заставляет большое количество рыбы всплывать на поверхность. Нехватка кислорода приводит к замору водных организмов, благодаря чему их легко достать из воды. Исследователи отмечают, что у озера Кинерит есть естественная стратификация. Оно имеет холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где обитает рыба.
Они обнаружили, что время от времени происходит термическая стратификация, когда воды с двух уровней смешиваются, в результате чего для выживания рыбы на любом уровне озера становится слишком мало кислорода. Поэтому масса рыбы оказывается у берега, где ее легко может собрать голодное население. По мнению ученых, аналогичные события могли происходить на озере во времена Иисуса Христа. 5. Ученые разгадали тайну потери человечеством хвостов 25 миллионов лет назад. Наши предки потеряли свои хвосты около 25 миллионов лет назад, но ученые недавно выяснили, что вызвало мутацию, изменившую ход истории приматов. Исследователи из Нью-Йоркского университета определили, что все сводится к одному фрагменту ДНК, который является общим для человекообразных обезьян, но отсутствует у обезьян. Открытие связано с геном TBXT, который у некоторых животных связан с длиной хвоста, и когда была вставлена небольшая часть ДНК, называемая LUI, хвосты были потеряны, пишет Daily Mail. Хотя причина потери хвоста не ясна, некоторые эксперты предполагают, что он, возможно, лучше приспособлен для жизни на Земле, чем на деревьях. Автор соответствующего исследования Бося рассказывает, наше исследование начинает объяснять, как эволюция лишила нас хвостов, вопрос, который интересовал меня с детства. Прошлые работы показали, что более 100 генов были связаны с развитием хвостов у различных видов позвоночных, и авторы исследования выдвинули гипотезу, что потеря хвоста произошла из-за изменений в коде ДНК одного или нескольких из них. Фрагменты LUI также называют прыгающими генами или мобильными элементами, потому что они могут перемещаться и вставляться многократно и случайным образом в человеческий код. Элементы также отвечают за регуляцию тканеспецифичных генов и могут изменять способ экспрессии гена. В новом исследовании ученые идентифицировали два прыгающих генов TBXT, которые встречаются у человекообразных обезьян, что привело к гипотезе о том, что LUI случайно вставил себя в код десятки миллионов лет назад. Чтобы раскрыть тайну, исследователи ввели прыгающие гены 63 мышам, обнаружив, что хвосты у потомства были либо короче, либо полностью отсутствовали. По словам исследователей, любое преимущество, связанное с потерей хвоста, вероятно, было значительным, потому что это могло произойти, несмотря на затраты. В частности, исследователь обнаружил небольшой всплеск дефектов нервной трубки у мышей с исследуемой вставкой в гене TBXT. Более того, вставка LUI осталась в том же месте в гене TBXT у людей и обезьян, что привело к образованию двух форм РНК TBXT. И одна из форм, вероятно, способствовала потере хвоста. Профессор Джефф Боки из New Langan Health комментирует, это открытие примечательно, потому что большинство человеческих интронов несут копии повторяющихся, скачкообразных ДНК без какого-либо влияния на экспрессию генов, но эта конкретная вставка LUI сделала нечто столь же очевидное, как определение длины хвоста. По словам исследователей, гориллы, шимпанзе и люди, как полагают, потеряли свои хвосты, когда они отделились от обезьян Старого Света. После этого эволюционного раскола у группы человекообразных обезьян, включающей современных людей, эволюционировало образование меньшего количества хвостовых позвонков, что привело к появлению копчика или копчаточной кости. Знаменитый натуралист Чарльз Дарвин обнаружил изменения в анатомии человека и наших предков в своей книге XIX века «Происхождение человека», но не мог быть уверен, что копчик был древним хвостом. Я полагаю, что копчик обеспечивает прикрепление к определенным мышцам, но я не сомневаюсь, что это рудиментарный хвост, писал Дарвин. 6. Ученым удалось разгадать секрет уникальности мозга человека. Немецкие генетики выявили у человека в мозгу уникальный ген под названием ARGP11B. Благодаря серии экспериментов удалось установить, что именно этот ген отвечает за количество нейронов в неокортексе, а точнее за увеличение их числа. Неокортекс, в свою очередь, это один из важнейших участков головного мозга, влияющих на процессы мышления, восприятия и работу языка. Интересно и то, что ген ARGP11B был обнаружен у людей,
неандертальцев и денисовцев, однако его не было у приматов, например, шимпанзе. Ученые пояснили, что за последние 7 миллионов лет мозг человека увеличился почти в 3 раза. На данный момент в мозге человека около 3 миллиардов нейронов, и их деятельность потребляет 1/5 часть всей энергии, что получает организм человека. Наиболее активный рост объема головного мозга при этом произошел 2 миллиона лет тому назад, в эпоху человека прямоходящего. Для того, чтобы установить роль гена ARGP11B, немецкие ученые провели серию экспериментов на мышах. Ген прививался в эмбрионы еще не родившихся мышей. Удивительно то, что после инъекции у всех мышей получился невероятно крупный мозг. Более того, почти у половины грызунов появились характерные для человеческого мозга складки. Виланд Хутнер, директор Института молекулярной клеточной биологии имени Макса Планка, рассказал о том, что со временем ген у мышей вырождается. Большинство взрослых особей наверняка потеряет его, однако если он сохранится в геноме грызунов, научная группа попытается выяснить, поумнели ли мыши. В частности, ученых интересует улучшение памяти животных и их интеллекта. Ученые пояснили, что ожидать крыс-интеллектуалов в их лаборатории не стоит, так как выявленный ген отвечает только за увеличение объема мозга. Для того, чтобы получить, так сказать, разумное существо, в его мозгу должно быть, по меньшей мере, несколько десятков других генов, отвечающих за коммуникацию нейронов. 7. Ученые разгадали тайну возникновения так называемых волшебных кругов на Земле. Оказывается, странные пятна в травянистой пустыне Намибии появляются из-за тех же токсичных веществ, которые используют для изготовления отравленных стрел. Новое исследование показало, что волшебные круги на африканских лугах образуются из-за растения молочай, которое выделяет токсичный сок в почву, когда умирает. Этот сок, используемый местными бушменами для отравления наконечников стрел, подавляет рост других растений. В результате образуются бесплодные круги. Их диаметр варьируется от 2 до 15 метров. Встречаются такие круги на пустынных лугах от Южной Анголы до Северной Африки. Прорывное исследование волшебных кругов было проведено исследователями из Университета Притории, Южная Африка и Университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Ученые определили, что 2 вида молочая, Euphorbia damarana и Euphorbia gamifera, выделяют водоотталкивающий сок, что усугубляется ростом температуры. Эти круги ставили ученых в тупик десятилетиями, порождая теории о газах, термитах и даже НЛО. Профессор Мариан Мейер и ее команда изучали химический состав почвы и биологическую токсичность, а также географические аспекты кругов на полях. Они пришли к выводу, что их образование вызывает молочай. Круги ограничены узкой полосой вдоль побережья Атлантики. Также исследователи учитывали влияние термитов и теорию самоорганизации растений, конкурирующих за воду. Анализы почвы методом газовой хроматографии и масспектрометрии были проведены в Университете ИТМО с помощью профессора Дениса Бараненко. Молочай, который в прошлом колонизировал песчаные равнины, сегодня из-за нехватки воды и питательных веществ гибнет и образует волшебные круги. Мы действительно полностью убеждены, что кусты молочая вызывали и продолжают вызывать их сегодня, утверждает профессор Мариан Мейер. 8. Ученые разгадали загадку рентгеновского излучения. Ученые из Пенсильванского университета смогли разгадать секрет загадочного явления, которые наблюдали еще с 1960-х годов. В ходе лабораторных экспериментов, моделирующих рентгеновское излучение, электроны, ускоряющиеся между 2 электродами, иногда достигали энергии, превышающей приложенное напряжение. Результаты исследования были опубликованы в престижном журнале Physical Review Letters. Команда ученых провела математическое моделирование, которое позволило понять, что причина явления кроется в процессе обратной связи энергии. Электроны взаимодействуют с материалом электрода и излучают рентгеновские лучи. Некоторые из этих лучей возвращаются обратно, что способствует высвобождению дополнительных электронов с другого электрода. Эти электроны снова ускоряются
и цикл повторяется, многократно увеличивая энергию. Моделирование показало, что на степень проявления эффекта сильно влияют форма и материал электродов. Наибольший эффект наблюдался при использовании плоских электродов, тогда как игольчатые электроды демонстрировали минимальный эффект. Затем ученые проанализировали различные материалы и пришли к выводу, что вольфрам является наилучшим выбором для генерации рентгеновских лучей. Именно он в настоящее время и используется в производстве рентгеновского оборудования. Результаты исследования могут проложить путь к созданию более быстрых и компактных рентгеновских аппаратов. 9. Египетские животные. Древние египтяне часто изображали животных, что позволяет современным исследователям получить представление об экологии региона 6000 лет назад. Изображения животных вырезали на дереве, на камнях, на церемониальных принадлежностях, а также изображали на фресках на стенах гробниц. Ученые смогли выяснить, что из 37 видов крупных млекопитающих, которые когда-то обитали в Египте, остались только 8. Картина разительно отличалась в дохристовую эпоху. Тогда в Египте встречалось множество обитателей саванны, таких как львы, антилопы гну, зебры и дикие собаки. К сожалению, большое количество этих животных погибло во время неоднократных засух. 10. Падение Кахокии. Около 1000 лет назад в Северной Америке самым большим городом была Кахокия, которая состояла из 120 курганов, расположенных на 15 квадратных километрах в пойме реки Миссисипи. В этом городе жило около 20 тысяч человек, больше, чем в Лондоне и других выдающихся европейских городах. По некоторым оценкам, в отдельные моменты населения доходило до 40 тысяч человек. Поселение процветало до XIII века, после чего пришло в упадок. Ученые считали, что оно было разрушено каким-то таинственным стихийным бедствием. Недавно возникла версия, что причиной стала серия огромных наводнений. Это открытие было сделано случайно. В озере рядом с центром города Коллинсвиль углубляли дно. Ученые пытались найти останки ископаемых и артефакты, чтобы оценить степень человеческой деятельности в Кахокии. Вместо этого они нашли доказательства многочисленных древних наводнений, которые регулярно случались еще до основания Кахокии. Затем наводнения прекратились, но позже возобновились с удвоенной силой. 11. Таинственная пещерная роспись. Археологи, ведущие раскопки недалеко от турецкого города Коня, были сбиты с толку пещерной росписью эпохи неолита, изображающей нечто непонятное. Некоторые сочли это древнейшей картой мира, на которой изображена древняя община в Читале примерно 9000 лет назад. Другие посчитали это доисторической абстракцией. Сегодня же исследователи предполагают, что это фреска с изображением извержения вулкана. В поддержку этой гипотезы, говорит курган в виде двух холмов, недалеко от этого места нечто похожее изображено на рисунке, а также то, что в данном районе были найдены куски пемзы, вулканической породы, примерно 8900-летней давности. 12. Просверленный череп. В 1480 году итальянский город Отранто был захвачен войсками Османской империи, которые разграбили город и убили большинство взрослых мужчин. Оставшимся в живых 800 людям предложили принять ислам в обмен на свободу. После того, как они отказались, их казнили. В 1771 году отранских мучеников причислили к лику блаженных, и их начали считать святыми покровителями города. Несколько веков спустя один из черепов мучеников привлек внимание ученых тем, что в нем было просверлено 16 отверстий, некоторые сквозные, а некоторые просто выемки в кости. Итальянские исследователи предположили, что отверстия были просверлены уже после смерти человека с целью добычи костного порошка, который в те времена часто использовался в качестве лекарства. 13. Таинственные монеты. Антропологи обнаружили необычные древние монеты странной формы на раскопках в Зиярет-Тепе, Турция. Некоторые из глиняных монет были сделаны в форме пирамидок, другие в виде шляп волшебников. Считается,
что подобными монетами пользовались еще до появления письменного текста, но примерно в 3000 году до нашей эры они загадочно исчезли из истории. Тем не менее, недавно обнаруженные в Турции монеты датируются 1000 годом до нашей эры, когда клинопись уже была в полном разгаре. Оказалось, что люди по-прежнему обменивались ими, просто не вели учет операций. 14. Ракушки и Эль-Ниньо. Благодаря Эль-Ниньо климат на Земле постепенно меняется. До недавнего времени ученые не знали, какая погода была раньше, но благодаря исследованию обычных ракушек выяснилось, что раньше на планете были очень похожие циклы изменения климата из-за осцилляции Эль-Ниньо и его противоположной фазы, известной как Ла-Нинья. При анализе гигантских ракушек выяснилось, что идентичные процессы влияли и в прошлом на расселение коренных народов в Перу. 15. Откуда взялись камни в Стоунхендже? Стоунхендж до сих пор остается загадкой, но постепенно продолжает раскрывать свои тайны. Ученые уже точно определили, что голубые камни были добыты на древнем руднике в Приселе-Хиллз, Пемброкшир, Уэльс. Стоунхендж состоит в основном из двух видов камня. Самые большие мегалиты в Стоунхендже состоят как раз из голубого камня, и предполагается, что благодаря иронии местной геологии и мрачному валлийскому климату голубые камни произошли естественным образом, их веками вытачивала вода. 16. Кодьетун-Вилур. Криптоантропологи были ошарашены, когда расшифровали код викингов позднего Средневековья, который оставался загадкой в течение многих лет. Это произошло благодаря палочке XIII века, на которой двое людей, некие Сигурд и Лавранс, вырезали свои имена обычными и зашифрованными рунами. После расшифровки загадочной палочки на ней обнаружилась 700-летняя древняя СМС-ка, а именно шутливая надпись «Поцелуй меня». 17. Легендарная крепость Акра. Археологи объявили об открытии, как они надеются, легендарной крепости Акра, основанной 2000 лет назад и описанной в книге Маковеев, а также историком Иосифом Флавием. Оба источника утверждали, что крепость находится в городе Давидовом, что привело к неудачным экспедициям и поискам в течение прошлого столетия. Акра же нашлась за пределами городских стен на холме, откуда открывался стратегически важный обзор на долину ниже. После того, как были раскопаны несколько слоев земли, были обнаружены остатки мощной башни, внушительной стены и крутой насыпи под ней. Помимо крепости, археологи также нашли монеты, кувшины с вином и даже куски оружия. 18. Римский бетон. Тайна создания римлянами бетона наконец получила решение. На месте потухшего вулкана Кампи-Флегрей возле города Пацуоли были обнаружены фиброармированные породы, которые очень напоминают этот древний бетон. Образовывался этот материал благодаря горячим минеральным водам, богатым гидроксидом кальция, гашенная известь. Пузырьки из этой, так сказать, минералки смешивались с золой и пемзой, создавая естественный бетон. 19. Краски терракотовой армии. Китайские ученые считают, что они разгадали загадку 2200-летней давности относительно красок знаменитой терракотовой армии. Найденная еще в 1974 году, терракотовая армия представляет собой обширную коллекцию, почти из 9000 статуй солдат, колесницы лошадей, погребенную вместе с первым императором Китая Цинь Ши Хуангом. Она должна была ему служить в загробной жизни. Когда нашли коллекцию, некоторые из скульптур все еще содержали пятна краски и мелкие остатки связующего материала, что очень редко встречается у статуй, которые более 2000-летий находились в водонасыщенных осадочных породах. Пигменты были идентифицированы почти сразу же. Это были такие минеральные соединения, как киноварь, азурит и малахит, но связующее вещество и точный метод, использованный для окраски терракотовой армии, до сих пор определить не удавалось. Чтобы найти ответ, китайские ученые использовали современную технологию под названием матрично-активированная лазерная десорбция-ионизация. Высокий уровень чувствительности обеспечил получение точных результатов
несмотря на незначительность количества связующего вещества. Образцы краски сняли со статуй с помощью пластыря и затем идентифицировали белки в каждом из образцов. Согласно данным исследования, древние художники эпохи династии Цинь сначала покрывали скульптуры одним или двумя слоями лака, полученными из токсикодендрона, широко известного китайского лакового дерева. Затем полихромные слои наносили либо непосредственно на лак, либо в большинстве случаев, используя связующие вещества, изготовленные из желатина животных. 20. Почему вымерли самые крупные приматы? Хотя в целом принято считать, что гигантопитеки были крупнейшими из приматов, когда-либо бродивших по Земле, нам трудно судить об их истинных размерах по нескольким окаменелостям. Эксперты говорят, что их рост был от 1,8 до 3 метров, а вес от 200 до 500 килограмм. Ученые также не могут точно сказать, как долго существовали гигантопитеки, хотя они полагают, что гигантская обезьяна существовала в интервале от 9 миллионов до 100 тысяч лет назад. Несмотря на всю неопределенность, исследователи из Сенкенбергского центра эволюции человека и палеоэкологии в Германии считают, что они выяснили, по крайней мере, одну тайну, связанную с этими приматами, почему вымерли гигантопитеки. По их словам, обезьяна вымерла из-за своей неспособности адаптироваться. Изучая зубную эмаль ископаемых останков, они установили, что гигантопитеки были исключительно вегетарианцами, при этом питались только бамбуком. Поэтому места их проживания были ограничены тропическими лесами. Однако во время плейстоцена большие площади лесов в Китае и Таиланде, где обитали гигантопитеки, превратились в саванны. Это лишило обезьян источников пищи, что привело к их исчезновению, прежде чем они успели приспособиться к новой еде. 21. Самолет Барри-Троя. 25 февраля 1958 года лейтенант Уильям Томас Барри-Трой из Королевского канадского флота летел на самолете F-2H-3 Бенши на военно-морской аэродром в Мейпорте, штат Флорида. Однако 29-летний пилот пропал вместе со своим самолетом, и больше о нем никогда не слышали. Хотя он считался погибшим, все, что удалось найти, это были его шлем и колесо от самолета. В 2017 году случилась одна из самых разрушительных бурь, прошел ураган Ирма. В результате урагана погибло более 100 человек, ущерб от разрушений составил десятки миллиардов долларов. Но ураган сделал и кое-что еще, он помог разгадать тайну исчезновения лейтенанта Троя 59-летней давности. Смотритель флоридского Хана-парка заметил на берегу кучу обломков. При ближайшем рассмотрении он заметил среди обломков клочок парашюта с прикрепленной к ремню биркой «Лейтенант Трой». Скорее всего, парашют в течение десятилетий лежал, погребенным под песчаными дюнами, после чего ураган вытащил его на поверхность. Оказалось, что парашют так и не был раскрыт. Никаких человеческих останков или больших обломков самолета найдено не было, поэтому до сих пор не ясно, упал ли самолет лейтенанта Троя в этом же районе. 22. Загадки тибетского проса. Новое исследование Университета штата Вашингтон призвано дать ответ на вопрос о причинах массового исхода людей из района тибетского плато примерно 4000 лет назад. По мнению команды, возглавляемой археологом Джейд Далпоем Гедес, изгнать древних людей с восточно-тибетского Нагорья могло изменение климата, которое сделало невозможным выращивание проса, их основного продукта питания. Археологические данные показывают нам, что проса являлась основной культурой, выращиваемой в этом районе в конце периода потепления, известного как климатический оптимум Голоцена. С окончанием периода глобальные температуры понизились, что негативно сказалось на тибетском сельском хозяйстве. Проса стало очень трудно выращивать из-за высоких требований растения к теплу. Из-за нехватки продовольствия все больше и больше людей стали покидать Нагорье в поисках более урожайных мест. Только через 300 лет в регион попали пшеница и ячмень, которые в холодном климате росли намного лучше и почти сразу стали новыми наиболее распространенными культурами. Интересно то, что в ближайшем будущем в регионе могут вернуться к древней практике выращивания проса,
так как сейчас Тибетское плато является одной из областей с самым быстрым повышением температуры на планете. 23. Причины вымирания тасманийских волков. Последний известный телоцин, также известный как сумчатый или тасманийский волк, умер в неволе в 1936 году. С тех пор были тысячи сообщений о том, что их встречали в дикой природе, но эти данные остались неподтвержденными, и через 50 лет животное было официально объявлено вымершим. Пока существование телоцинов все еще остается под вопросом, ученые полагают, что они разгадали другую тайну, связанную с этими животными, почему эти вымершие, еще тысячи лет назад в материковой Австралии животные, сумели выжить на острове Тасмания. Одна из гипотез утверждала, что популяция на материке вымерла в результате эпидемии. Другая говорит, что телоцины вымерли, не выдержав конкуренции с динго, которых не было на Тасмании. Однако исследователи из Университета Аделаиды утверждают, что причиной вымирания стали климатические изменения, в частности засухи, вызванные Эль-Ниньо. Ученые из Австралийского центра исследования древних ДНК извлекли 51 геном ДНК из ископаемых останков телоцинов. Их результаты показали, что примерно 25 тысяч лет назад популяция тасманийских волков в Южной Австралии разделилась на западную и восточную подгруппы. Оказалось, что засуха оказала свое отрицательное влияние на количество телоцинов и на Тасмании, но большое количество осадков спасло популяцию острова от жаркой погоды. Поэтому ко времени прибытия европейцев в 18 столетии популяция животных смогла восстановиться. 24. Разгадка старейшего нераскрытого убийства в Америке. В 1607 году Джеймстаун, в штате Вирджиния, стал первым постоянным английским поселением на территории Америки. В течение последних 2 десятилетий поселок стал объектом пристального внимания археологов, изучающих историю колонизации Америки. В ходе реализации проекта по восстановлению Джеймстауна были найдены руины первого форта Джеймс. Первоначально рассчитанный на 10 лет проект растянулся на неопределенный срок из-за большого количества все новых и новых находок. Одной из них стал обнаруженный в 1996 году скелет молодого человека, получивший номер GR-102C. В правой ноге у него были следы ранения, а рядом с останками обнаружили свинцовую пулю. Его смерть 400-летней давности стала неразгаданным убийством. Прошло 17 лет с момента обнаружения останков, и в 2013 году судебные археологи объявили, что они смогли установить личности не только жертвы, но и убийцы. Они считают, что GR-102C был застрелен на дуэли, так как место ранения указывает на то, что он стоял боком к стрелявшему. На основании записей и других доказательств исследователи назвали Джорджа Харрисона как GR-102C и торговца Ричарда Стивенса в качестве его убийцы. Эти двое приняли участие в поединке в 1624 году, в ходе которого последний попал Харрисону в ногу, после чего тот умер от потери крови. 25. Маленькие боевые слоны в Египте. В 217 году до нашей эры египетский фараон Птолемей IV объявил войну правителю Антиоху III. В июле того же года их армии встретились в битве при Рафии, там, где в настоящее время находится сектор Газа. Обе стороны использовали страшное оружие – боевых слонов. В выразительном отчете о том сражении историк Полибий писал, что слоны сражались, пытаясь забодать друг друга бивнями. По словам Полибия, лишь немногие из слонов Птолемея вступили в бой, поскольку впали в панику, увидев огромных индийских слонов Антиоха. Эта последняя деталь ставила в тупик многих историков, поскольку африканские слоны на самом деле не намного крупнее своих азиатских сородичей. Этот момент объясняли по-разному, а наибольшее признание историков получила версия о том, что Птолемей, не имея возможности получить больших слонов из африканской саванны, был вынужден использовать африканских лесных слонов, которые меньше по размеру. Однако новое исследование, проведенное в Эритрее, родине египетских слонов, раскрыло эту тайну. Полибий просто ошибся.
настоящему времени эритрейские слоны почти вымерли. Тем не менее, исследование крошечной оставшейся в живых популяции этих животных показало, что они и есть слоны из африканской саванны, и что они, конечно, крупнее индийских. Но дело в том, что африканские слоны, несмотря на свои большие размеры, гораздо пугливее индийских, и их гораздо труднее контролировать. Предполагается, что именно это стало причиной, по которой слоны Птолемея испугались слонов Антиоха. Но это не имело значения, так как Птолемей все равно победил в той битве. 26. Темная сторона Луны. В 1959 году советский космический корабль «Луна-3» сделал первые снимки темной стороны Луны. Ко всеобщему удивлению, на ранее ненаблюдаемой лунной поверхности не было почти никаких крупных темных областей, известных как лунные моря, которые преобладают на видимой стороне Луны. Фактически, моря составляют лишь 2% поверхности темной стороны Луны. Так появилась загадка. Вообще лунные моря — это на самом деле большие базальтовые равнины, возникшие из-за вулканической активности. Ученые сошлись во мнении, что более толстая кора темной стороны Луны препятствовала формированию морей. Однако это не объясняло главную тайну. Почему темная сторона Луны отличается от той, которая обращена к нам? Почему лунная кора там такая толстая? Эти вопросы оставались без ответа на протяжении 50 лет, но сейчас астрофизик Джейсон Райт утверждает, что понял, в чем дело. Существует теория, согласно которой Луна сформировалась из обломков, возникших после того, как объект размером с Марс столкнулся с Землей. Из-за этого столкновения выделилось колоссальное количество тепла. Так как Луна намного меньше Земли, ее темная сторона остывала намного быстрее стороны, обращенной к расплавленной поверхности планеты. Процесс ускоренного охлаждения темной стороны Луны создал там толстую кору, которая в дальнейшем сдерживала лаву, не позволяя ей выплеснуться на поверхность и создать моря. Астрономам не очень-то нравится термин «темная сторона Луны», поскольку обе стороны спутника получают примерно одинаковое количество солнечного света, но теперь кажется, что противоположная сторона Луны как минимум один раз была темнее, поскольку на нее не действовало тепловое излучение с поверхности Земли. 27. Таинственные заметки в копии Одиссеи Гомера. 150 лет, серия загадочных заметок в старинной копии Одиссеи Гомера ставила ученых в тупик. Небольшие рукописные аннотации, написанные, как казалось, на каком-то неизвестном языке, были нацарапаны почти на всех страницах 500-летней книги. Хотя историки были уверены в том, что пометки были сделаны в середине XIX века, ничего больше им узнать не удалось. До тех пор, пока к делу не подключился интернет. После того, как коллекционер Ланг объявил награду в $1000 тому, кто сможет расшифровать текст заметок, криптографы-любители со всего мира взялись за дело. В начале этого года награду получили итальянцы Даниэле Метели и Джулия Ассета, установившие, что пометки в книге – это особая форма стенографии, которую в XVIII веке изобрел Жан-Кулон де Тевина. Расшифрованный текст был на французском, и оказалось, что это был любительский перевод Одиссеи с греческого. Открытие потребовало внушительного объема работы. Метели и Ассета исследовали множество исчезнувших систем стенографии, пока не нашли ту, что использовалась в аннотациях. Метели сказал: «Если бы у нас не было доступа к разным онлайн-источникам, таким как Google Books, греческая цифровая библиотека Persei и французские филиалы CNRTL, мы, вероятно, никогда не выиграли бы этот приз. В какие великие времена мы живем». 28. Океанское кряканье. 50 лет назад в водах Антарктики подводные лодки зафиксировали странное звуковое явление. Те, кто слышал этот звук, говорили, что больше всего он напоминает утиное кряканье. Естественно, это было невозможно, так как уток просто не может быть в тех широтах. В течение нескольких десятилетий появилось еще множество сообщений о кряканье, и все это вызывало недоумение экспертов. Некоторые полагали, что звуки были вызваны кораблями. Другие полагали, что звуки вызывают косяки рыб. Единственной достоверной информацией было то,
что эти звуки слышны в водах Антарктики только весной и зимой. Но в начале этого года исследователи наконец установили, что источником странных звуков являются киты, малые полосатики-минки. Ведущий исследователь Денис Риш получила убедительные доказательства этого, присоединив акустические рекордеры к паре малых полосатиков минки, в результате чего была получена отличная запись пресловутого кряканья. Это открытие поможет лучше изучить китов. Отслеживая кряканье, ученые смогут точно определить пути их миграции. 29. Последнее пристанище Ю-26. В 1914 году, вскоре после начала Первой мировой войны, лейтенант-командер Гевольф фон Бергхайм был назначен капитаном недавно построенной немецкой подводной лодки Ю-26. Фон Бергхайм проявил себя как умелый и эффективный капитан. Он потопил 4 корабля противника, в их числе был и российский броненосный крейсер «Паллада». Год спустя, в августе 1915 года, подводная лодка и 30 членов ее экипажа пропали где-то в Балтийском море. На протяжении многих лет о судьбе подлодки выдвигались самые разные теории. Некоторые утверждали, что Ю-26 подорвалась на морской мине, другие считали, что на лодке возникли неполадки с двигателем. И хотя эксперты полагали, что затонула она где-то недалеко от побережья Латвии, никаких следов крушения в том районе обнаружено не было. Но в начале 2014 года обломки Ю-26 наконец были обнаружены в южной части Финского залива. Во время войны русские серьезно заминировали этот район, чтобы предотвратить проникновение туда немецких подлодок. Считается, что именно это минное поле стало последним пристанищем для Ю-26. 30. Древнее чилийское кладбище китов. Несколько лет назад расширение Панамериканского шоссе привело к открытию огромного кладбища китов в чилийской пустыне Атакама. Огромные древние останки были похоронены под многими слоями породы, и они сильно озадачивали палеонтологов. Ученые не могли понять, почему так много животных решило встретить свою смерть именно в этом месте. Дорожные работы были временно приостановлены, чтобы специалисты могли разобраться с этим. К счастью, эксперты по трехмерной визуализации объектов быстро нашли разгадку. Их исследование показало, что эти морские млекопитающие умерли в разное время, это были 4 разных временных отрезка. Происходило все это по меньшей мере 20 тысяч лет назад, после чего останки постепенно вымывало приливом на берег, а потом они покрылись слоем породы. Сейчас ученые считают, что китов, вероятно, убило цветение токсичных водорослей, которые все еще встречаются у побережья Чили. Частицы железа со склонов Анд смываются в океан, побуждая токсичные водоросли к быстрому размножению, что приводит к разрушительным последствиям для местной морской фауны. 31. Пропавший Энсон. В октябре 1942 года в ходе военных учений что-то пошло не так, и 4 летчика исчезли вместе с самолетом Авро Энсон после взлета с аэродрома Патрисия Бэй в Британской Колумбии. Разумеется, канадские военные предприняли масштабные поиски, но никаких следов пропавшего самолета так и не нашли. На протяжении 71 года оставалось тайной, где именно разбился пропавший Энсон. Ответ на этот вопрос был получен в 2013 году, когда рабочие из лесозаготовительной компании во время работы на острове Ванкувер наткнулись на обломки самолета и на останки его пассажиров. Ученые смогли получить и идентифицировать эту находку. Затем было официально подтверждено, что среди обломков самолета были найдены останки Уильяма Байерда из Королевских ВВС Канады, а также Чарльза Фокса, Энтони Уильяма Лоуренса и Роберта Эрнста Локока из ВВС Великобритании. Останки летчиков были похоронены на военном кладбище Содружества. 32. Идентификация головы Бошема. 200 лет назад странная каменная голова, весом в 170 кг, была обнаружена в клумбе в Чичестере, Англия. Происхождение головы оставалось тайной, вплоть до октября 2013 года, когда археологи использовали технологию лазерного сканирования
и идентифицировали ее как голову статуи римского императора Трояна. Голова Бошема датируется 122 годом нашей эры и представляет собой одну из самых значимых реликвий периода Римской Британии. Ранняя идентификация головы считалась невозможной, учитывая степень ее распада, она, возможно, какое-то время лежала на дне моря. Тем не менее, современные лазерные технологии позволили ученым определить черты лица и даже прическу, и все это указывало на императора Трояна. Сейчас историки считают, что статуя должна была приветствовать путешественников, оказавшихся в гавани Чичестера. 33. Место, где затонула Санта-Мария, корабль, на котором Христофор Колумб в 1492 году открыл Америку. В 1984 году подводный археолог Барри Клиффорд вошел в историю, когда обнаружил место, где затонул доверху загруженный сокровищами пиратский корабль Уида. Это стало единственным в истории, полностью подтвержденным пиратским кораблекрушением из когда-либо обнаруженных. Но ранее Клиффорд также утверждал, что сделал еще более драматическое открытие. Он нашел место, где после крушения затонула Санта-Мария. Флагман Колумба лихо сел на мель в канун Рождества 1492 года, заставив знаменитого путешественника ковылять обратно в Европу на Нине. За 11 лет до открытия Клиффорда, в ходе длительного исследования, было установлено предположительное местоположение форта, построенного Колумбом после крушения Санта-Марии. Клиффорд решил сравнить местоположение форта с записями в дневниках Колумба, чтобы точнее определить место крушения. К своему удивлению, Клиффорд понял, что уже давно все обнаружил. Его команда сфотографировала флагман Колумба давным-давно, только в тот момент никто не понимал, что именно они снимают. Погружения, предпринятые в этом месте, подтвердили, что судно на дне было такого же размера, как Санта-Мария. Орудия на этом корабле были такими же, какие несла на борту Санта-Мария. Сейчас кажется почти бесспорным, что место крушения настоящей Санта-Марии является одной из самых удивительных археологических находок в новейшей истории. 34. Найденный амулет викингов разгадывает тайну молота Тора. В Исландии археологи обнаружили небольшой предмет эпохи викингов, имеющий реальное историческое значение. Это каменный амулет, изображающий молот скандинавского бога Тора. Он поможет специалистам лучше понять общество викингов на критическом этапе его развития. В археологии все, что относится к прошлому, может иметь большое значение. Это касается и совсем небольших артефактов, которые на первый взгляд могут показаться мелкими и ничем не примечательными. Каменный амулет с изображением молота Тора как раз из этой категории. Археологи и прежде находили различные древние амулеты по всей Северной Европе. Их более 1000, и известны они как мьёльнирские амулеты. Они изображают молоты, которые историки связывают с норвежским богом Тором. Но исследователи долгое время не были уверены в том, что эти находки именно молоты Тора. Их смущала форма амулетов и отсутствие надписей, раскрывающих их содержание. Поворотным событием в археологических исследованиях эпохи викингов стало обнаружение в 2014 году артефакта X века, напоминающего молот Тора. Этот артефакт был обнаружен в Кобелеве, на датском острове Лолан. Он был первым из найденных амулетов, на котором была надпись. Рунический текст гласил «Хмар X-Is», что в переводе означает «этот молот». Амулет отлит из бронзы и, вероятно, был покрыт серебром, оловом и золотом. Его возраст был определен в 1100 лет. Исследователи считают, что миф о Торе глубоко повлиял на создание этого украшения викингов. Это единственный кулон в форме молота с рунической надписью. И это говорит о том, что подвески на самом деле изображают молотки, сказал о находке представитель Национального музея Дании Хенрик Шиллинг. Как полагают ученые, амулет был изготовлен местными мастерами. На одной стороне головки молота расположен переплетающийся орнамент, на другой – короткая руническая надпись. Еще один пример редкого амулета с изображением молота был найден в 2018 году на юге Исландии в долине Йорсардалур.
Это особенный артефакт, он первый известный пример каменного амулета в форме молота Тора. Амулет имеет несколько иной стиль, чем другие, найденные ранее. Считается, что в нем прослеживается влияние христианства на некоторые скандинавские культы. Молот Тора – символ языческого неповиновения. Бог Тор для викингов был богом грома и вторым после Одина в скандинавском пантеоне. Его молот Мьёльнир обладал магическими свойствами и делал Тора почти непобедимым. С его помощью Тор убивал врагов и монстров. Тор – до сих пор любимый персонаж скандинавского народа. Только в последние годы специалистам удалось окончательно идентифицировать большое количество амулетов, изображающих молот бога грома. Эти амулеты хоронили вместе с останками воинов. Например, один из них был найден в братской могиле двух викингов IX века нашей эры. Считалось, что амулеты в форме молота Тора защищают своих владельцев, поэтому они были чрезвычайно популярны. Открытие каменного амулета привело к идентификации нового места обитания викингов – долина Йорсардалур. Похоже, что ранее норвежские поселенцы жили в этом районе до тех пор, пока извержение вулкана в 1014 году нашей эры не вынудило их покинуть это место. Но амулет был не единственным важным артефактом, найденным в долине. Там был обнаружен переносной точильный камень, который использовался для заточки инструментов и орудий труда. Его назвали Бергстадиром в честь местного жителя, который его обнаружил. Эта случайная находка важна потому, что она тоже помогает экспертам понять важность культа Тора в скандинавском обществе. Дизайн найденного каменного амулета молота Тора наводит исследователей на мысли о христианском влиянии. Находка помогла ученым получить представление о раннем исландском переселенческом обществе и его взаимоотношениях с более широким скандинавским миром. Считается, что древние скандинавы действительно использовали реликвии в форме молота Тора в ритуалах для освящения браков, рождения и похорон. Молотом Тора ударяли в барабан для защиты общины от злых духов. Эти открытия имеют большое значение для изучения истории викингов, ведь молот Тора в скандинавской мифологии играет большую роль и имеет великую символику. Вполне логично, что амулеты в форме Мьёльнира были чрезвычайно популярны. 35. Врата ада в Турции. Ученым удалось разгадать секрет одного из порталов в потусторонний мир. В 1913 году мир облетела сенсация, итальянские ученые и археологи обнаружили один из древних порталов – врата ада в Турции. У древних греков и римлян эти врата считались входом в потусторонний мир, здесь проводились различные ритуалы с жертвоприношениями богу-повелителю царства мертвых Плутону. Врата находились рядом с пещерой, из которой исходили ядовитые испарения от подземных источников, способные убить любое живое существо. Но оставалось загадкой, почему во время ритуалов погибали лишь приведенные жрецами к пещере животные, а сами жрецы оставались при этом невредимыми. Наконец, эта загадка была разрешена. Врата Плутона известны еще с античных времен. В мифах Древней Греции и Рима описана пещера в городе Иераполисе, войдя в которую можно попасть в подземный мир. Около этих ворот проводились ритуалы в честь бога Плутона. Подходить к пещере разрешалось только жрецам. Животные, пройдя по узкому проходу, выходили на арену и здесь падали замертво. Толпы паломников, желающих посмотреть на удивительный обряд жертвоприношения, при котором животные погибали сами по себе, без вмешательства человека, стекались к этой пещере. В XIV веке в этих местах случилось сильное землетрясение, и город Иераполис вместе с его главной достопримечательностью был разрушен. Удивительная находка археологов. И вот в марте 2013 года пещеру, известную по описаниям античных авторов, как врата Плутона, обнаружили итальянские археологи в Турции около города Памуккале. Именно на этом месте и находился древний город Иераполис. Руководил раскопками профессор классической археологии Университета Салента Франческо Дандрия. Здесь археологи раскопали остатки храма, а именно несколько полуколонн, на которых сохранились надписи, посвященные богам мира усопших, Кора и Плутону.
а также остатки бассейна и лестницу, ведущую к пещере. С этих ступеней паломники наблюдали за священнодействиями жрецов. Все это вполне соответствовало имеющимся описаниям древнего сакрального места. Кроме того, это место соответствовало и описаниям греческого историка Страбона, который жил с 64 года до нашей эры до 24 года нашей эры. Это пространство заполнено туманом, таким плотным, что невозможно увидеть землю. Любое животное, попавшее внутрь, умирает мгновенно. Я бросил туда воробьев, они испустили последний вздох и упали замертво. Итальянские ученые также подтвердили смертоносность испарений в этом месте. Несколько птиц, пытавшихся приблизиться к теплому пару, умерли от отравления углекислым газом, сказал Дандрия. Мы разгадали эту загадку. Из пещеры исходил ядовитый пар от подземных источников, который действительно мог убить любое живое существо при вдохе. И, скорее всего, специально пойманных птиц выпускали прямо у пещеры, чтобы нагнать страху и показать паломникам таинственную силу врат Плутона. Эти испарения, по всей видимости, были также источником галлюцинаций у тех паломников, которые все же совершали омовение в бассейне и располагались на ночь поблизости от пещеры. И эти галлюцинации они принимали за предсказание будущего. В ноябре того же года здесь же была найдена мраморная статуя трехголового пса Цербера, который всегда присутствует при изображении царства мертвых. Он следит за тем, чтобы оттуда никто не выбрался. И здесь же нашли еще одного стража загробного мира, каменное изваяние свернувшейся змеи. Эти находки подтвердили, что обнаруженная археологами весной 2013 года в Турции, пещера действительно является вратами ада. Мы обнаружили остатки храма, бассейн и лестницу в пещеру. Именно эти элементы описывали древние историки. Мы воочию убедились в смертельных свойствах пещеры, несколько птиц погибло у нас на глазах. Это исключительное открытие, и мы приложим все усилия для реставрации объекта, сообщил руководитель экспедиции Франческо Дандрия. Секрет пещеры раскрыт. Долгое время оставалось загадкой, почему от ядовитых испарений погибают только животные, приведенные в качестве жертвенного подношения Плутону, властителю царства мертвых. Жрецы же, которые их при этом сопровождают, остаются в живых. Как выяснили ученые из Германии и Турции, работавшие под руководством Харди Пфанца из университета Дуйсбурга-Эссена, объяснение этого чуда вполне научное и довольно простое. Город Иераполис находился в одном из самых активных в геологическом плане мест и, как следствие, был известен своими термальными источниками. А врата ада были построены как раз над местом разлома, именно здесь выходил на поверхность углекислый газ. Определив источник углекислого газа, ученые измерили его концентрацию на разных уровнях и в разное время суток. Было выяснено, что ночью его концентрация намного выше, чем днем. Это связано с тем, что днем углекислый газ рассеивается от Солнца, а ночью скапливается. Также было отмечено, что концентрация его зависела от высоты, чем выше от пола арены, тем концентрация газа ниже. Ученые установили, что самая большая концентрация смертоносного газа наблюдалась на рассвете, когда даже на высоте 40 сантиметров от пола она достигала смертельно опасных значений, а выше она снижалась. Жертвоприношения обычно устраивали на рассвете, и животные погибали от избытка скопившегося за ночь газа. А люди, чей рост выше, чем у животных, оставались при этом в живых. Возможно, они даже вставали на камни, чтобы находиться повыше. 36. Из-за чего произошло крушение дирижабля «Гинденбург». Дирижабль «Гинденбург» был построен в 1936 году в нацистской Германии и был самым большим летательным аппаратом того времени. 6 мая 1937 года, выполняя посадку на воздухоплавательной базе ВМС США в Лейкхёрсте, дирижабль загорелся, упал и разбился, в результате чего погибли 35 человек на борту и один член наземной команды. Многие фотографы запечатлели падение, однако видеозаписи момента возникновения пожара не было, из-за чего не получалось определить точную причину катастрофы. По словам очевидцев,
Перед верхним плавником было заметно трепетание ткани, что указывало на утечку газа. Там же при воспламенении выходило пламя в форме гриба. И хотя место воспламенения было известным, долгое время не получалось определить причину пожара. В 2013 году группа исследователей из Юго-Западного исследовательского института США под руководством авиационного инженера Джема Стэнсфилда построила несколько 25-метровых макетов Гинденбурга. Они использовали разные методы поджога макетов и пришли к выводу, что дирижабль зарядился статическим электричеством во время грозы. Когда наземная команда схватила трос дирижабля, тот коснулся земли и произошло заземление, что и вызвало искру. Та, в свою очередь, воспламенила водород, выходящий перед верхним плавником из места утечки, и аппарат вспыхнул как спичка, а затем упал на землю. 37. Почему исчезла цивилизация майя? Майя являются одной из древнейших цивилизаций, возникших около 2600 года до нашей эры. Эта цивилизация была продвинутой для своего времени, знала математику, что позволяло им строить высокие пирамиды, астрономию, дававшую возможность достаточно точно измерять орбиты планет и другие науки. Несмотря на якобы дикость, которую описывали конкистадоры, майя были цивилизованными людьми, которые в некоторых областях превосходили европейцев. Примерно за одно столетие, начиная с конца VIII и заканчивая концом IX века, цивилизация майя практически полностью исчезла, и конкистадоры встретили лишь тень былой мощи. Многие века факт краха цивилизации майя не давал исследователям покоя, и до начала 21 века не было решения этого вопроса. В 2005 году начались масштабные раскопки в Северной Гватемале, где использовалось современное оборудование для радиоуглеродного анализа. Исследователи на основе изучения артефактов пришли к выводу, что причиной краха так долго существовавшей цивилизации всего за 1 век стали нескончаемые войны, которые привели к постоянным переворотам и сильной социальной нестабильности. Майя стали покидать крупные города и уходить в низины, а после интегрировались в общество других индейцев. В итоге осталось множество брошенных городов, которые быстро захватили джунгли, из-за чего их долгое время не удавалось найти. 38. Почему у раненых в сражении при Шайло появлялось голубое свечение ран? Сражение при Шайло было крупной битвой во время гражданской войны, в которой конфедераты и северяне потеряли более 10 тысяч человек с каждой стороны. В середине XIX века медицина была достаточно примитивной, а во время боевых действий лечение и вовсе проходило в грязных полевых госпиталях. Многим раненым солдатам приходилось ожидать лечения долгое время, ведь врачи не могли оказать помощь всем нуждающимся. Прибыв на место битвы, медики отметили наличие странного слабого голубого свечения, которое исходило из ран некоторых солдат. Также они заметили, что у таких солдат выздоровление шло намного быстрее, и они имели более высокий шанс выжить. Из-за этого голубое свечение назвали ангельским сиянием. Никто не знал, что это было до начала 21 века. В 2001 году Билл Мартин, 17-летний подросток, интересовавшийся гражданской войной в США, посетил со своим другом место сражения при Шайло, чтобы выяснить, что стало причиной этого явления. Его мать была микробиологом, так что он решил взять пробы грунта и отдать ей на исследование. Оказалось, что голубое свечение было вызвано бактерией Photorhabdus luminescens. Эта бактерия, попадая в организм, производит химическое вещество, которое убивает окружающие ее микроорганизмы и патогены и создает бледное голубое свечение. Бактерия не выживает при нормальной температуре человеческого тела, но сражение проходило с 6 по 7 апреля, когда на улице было холодно, и к тому же в дождливой местности. Температура тел солдат снизилась, что позволило бактериям, попавшим в раны, убивать болезнетворные микроорганизмы, действуя как антибиотик. 39. Кто оставлял гигантские следы на пляжах США? В феврале 1948 года в одной из деревень штата Флорида местные жители обнаружили странные отпечатки лап с 3 пальцами,
каждый из которых был 35 сантиметров в длину и 27 в ширину. Следы располагались на расстоянии от 1,2 до 1,8 метра друг от друга. Гигантское существо, по всей видимости, вышло из воды, прошло более 3 километров и вернулось обратно в море. Поднялся резонанс, и крупные СМИ, такие как NBC и New York Herald Tribune, поручили зоологу-исследователю Айвену Сандерсону изучить этот вопрос подробнее, ведь это потенциально могло стать сенсацией. Сандерсон, исследовав пляж, пришел к выводу, что это следы гигантского пингвина. Также он и еще несколько человек утверждали, что лично видели существо серовато-желтого цвета высотой 3,5 метра с большими руками, напоминающими ласты. В течение следующего десятилетия следы периодически появлялись на пляжах Флориды и пропали в 1958 году. Никто не знал, что это за существо, откуда оно взялось и куда исчезло. В 1988 году тайна была раскрыта. В The East Petersburg Times вышла статья, где рассказывалось, что следы были шуткой. Тони Синьорини признался, что он вместе со своим боссом Стивеном Уильямсом, которому и пришла в голову эта идея, после того, как тот наткнулся на фотографию окаменелого следа динозавра, отлил из чугуна те самые трехпалые лапы и оставлял следы на песке. Длинного шага до 1,8 метра удалось достичь благодаря прыжкам, а все, кто якобы видел существо, оказались друзьями Синьорини, решившими поддержать розыгрыш. 40. Ученые разгадали секрет таинственной улыбки Моны Лизы. Американские ученые утверждают, что разгадали секрет таинственной улыбки Моны Лизы, поставив изображенной Леонардо да Винчи женщине диагноз. По словам специалистов из Гарвардского клинического и междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, США, женщина была больна гипотериозом, недостатком гормонов щитовидной железы. На знаменитом полотне да Винчи изображена Лиза Герардини, которая, по словам ученых, не отличалась от женщин эпохи Возрождения, страдающих гипотериозом. Эта болезнь характеризуется наличием легкой полуулыбки, вызванной мышечной слабостью, в частности лицевых мышц, и определенными моторными нарушениями, пишет 5 сентября RT. Кроме этого, американские ученые указывают на припухшие кисти Моны Лизы, желтоватый оттенок кожи, отсутствие бровей и ресниц и не очень густые волосы. Все это также является признаками недуга. В качестве дополнительных аргументов своей теории, ученые отметили, что гипотериоз проявляется у женщин после беременности. А портрет муж Моны Лизы купец Франческо дель Джаконда заказал как раз в честь рождения сына. При этом эксперты не исключили, что своеобразная улыбка может быть просто художественным приемом да Винчи. Кроме того, поставить точный диагноз по портрету довольно затруднительно. На этом я бы хотел закончить это видео с 40 тайнами мира, которые разгаданы совсем недавно. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Краснеют ли женщины в темноте? Этот вопрос вполне может показаться вам дурацким, однако даже Чарльз Дарвин пытался получить ответ на него. Ведь если рассудить здраво, в темноте невозможно увидеть, покраснела ли она, а если включить свет, то дальнейшее будет уже происходить не в темноте, независимо от результата. К счастью, немецкие исследователи додумались применить специальные камеры, реагирующие на тепловое излучение, чтобы положить конец мучительным сомнениям. Да, женщины краснеют в темноте, еще как. Вот такими у нас получились 40 тайн мира, которые разгаданы совсем недавно. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео
И прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.